у меня получилась клетка для шиншиллы. Шиншиллу зовут Ральф. Мальчик, судя по всему. Что скажу про клетку. Сделал на нейлоновых хомутах. Конечно, накосячил. Нужно было 200-е брать, черные. Но я почему-то подумал, что 10-сантиметровых хватит. А по факту оказалось, что они коротковаты. И пришлось их из 2-1 делать. И, соответственно, чуточку больше времени у меня ушло. Ну, на всякий случай, конечно, если вдруг они порвутся, то всегда можно поменять на толстые, на черные хомутики. А так пока будет вот так вот, как есть. По деньгам у меня ушло менее 1500 рублей. Это лоток я купил, лист фанеры 76 на 76, 8 палок брус, что там еще, сетка 3 погонных метра по 95 рублей. Ну, то есть, менее 1500, сейчас уже точно сказать не могу. Плюс хомуты, плюс там кисточки. Вот такая вот клеточка у меня, в общем, получилась. Очень удобная дверца. Хоп. Покормил. Вот такую вот хреновину сделал. Ну, для сена, там, я не знаю, для сухарей. Что они едят. Замочек пока никакого замочка нет. Я ничего не придумал, кроме как сделать из проволочки. Мне кажется, проволочка это самое надежное. Никакой зверек не убежит. Намотал. Все держится. Если клетку открываешь раз в сутки, чтобы покормить его, или там 2 раза, в принципе, несложно. Если нужно почистить, соответственно, просто клеточка поднимается, лоточек меняется, моется, обратно ставится, клетка укладывается. Все. Ну что вам скажу. Вот такая вот клеточка у меня получилась. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи, пока!